Так, ну что, дошли мы до апогея, да, до финального ролика в нашей сегодняшней программе. Значит, у нас тут страшное и необъяснимое сейчас начнется. Страшные паранормальные новости. Паразомб, 46-й выпуск вместе с Зомби Чезом. Располагайтесь поудобнее, чай, кофе, подписка, поехали. Сегодня в выпуске. Что-то сверхъестественное под лестницей заманило девочку к себе. Это жутко. На концерте Леди Гаги произошло паранормальное событие. Это невозможно объяснить логикой. Девушка-дайвер совершенно случайно запечатлела присутствие кричащего призрака под водой. И многое другое в рубрике «Паразомб». Привет, вы на канале Зомби Чез, и у нас новый выпуск. Напоминаю, ребят, кстати, то, что ссылочку на Зомби Чеза, как всегда, оставлю внизу в описании. Заходите, передавайте привет, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Рубрики Паразомб. Паранормальные новости. Самые мистические, загадочные и страшные события, которые удалось задокументировать за последнее время в мире. Ужасающее душевное состояние после этих событий. Начнем. Рубрика Паразомб. Ну нахер. Так, поехали, камера 144. Опа. Так, сейчас тут все начнется. Этот странный момент стал очень вирусным в интернете. Паранормальное видео необычное, нестандартное, ведь перед нами сама Леди Гага и ее концерт. То, что произошло на концерте, можно с уверенностью сказать, что это явно не фейк, не постанова и не монтаж. Сейчас увидите почему. Смотрите. Смотрите за этим в замедленной съемке. Кажется, что книга, брошенная на сцену, останавливается в воздухе, а затем падает на землю. Странные кадры породили в интернете множество диких и невероятных теорий. Некоторые предполагают, что это был сбой в матрице, и что книга заглючила и упала на... Так, одну секунду. Идет концерт певицы. У меня один вопрос. Кто-то в первом ряду читал книгу, после чего захотел ее бросить на сцену. Меня одного интересует этот вопрос. Что за... на землю. Более популярное, но странное предположение состоит в том, что Леди Гага защищена невидимым силовым полем. Однако были еще несколько более реалистичные предположения, в которых говорилось, что на многих больших концертах часто есть сетка, типа барьера для защиты артистов, но исходя из других концертов Гаги, нигде не видно, чтобы она пользовалась подобной сеткой или стеклянным барьером. Так что же все-таки произошло тут? Что думаете? Пишите в комментариях под видео. Хер знает, книжка так перевернулась. Что там книга делала мне одному, и еще раз говорю... Невероятное жуткое видео, событие, после которого вы уже никогда страшнее ничего не увидите. Смотря этот момент, хочу, чтобы вы представили себя на месте этого водителя. Так. Какие бы вы ощущения испытали? Истерику, страх. Ах да, прямо посреди ночной дороги окровавленный призрак с ножом в руках. Это видео было снято автомобильным регистратором еще в 2019 году, но во многих соцсетях его просто блокировали и удаляли. Запрещенный контент по правилам, только сейчас появился доступ к нему. К сожалению, по тем же правилам YouTube я это видео заблюрю, без замыливания посмотрите в моем телеграм-канале. Так вот, 23:14. Мужчина едет по ночной дороге, как вдруг перед ним появляется фигура в белом с ножом в руках. Вот сразу видно вот это Бургерленд. Вот это остановиться, испугаться. У нас бы как было? Едет, значит, с Дальнего Востока на Калининград дальнобойщик. Это было бы это. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек его души. Лай-ла-лай, ла-лай, 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 ла-ла-лай. Что там, блядь? Не понял. Продолжаем поездку. Что там, призрак, да? Не было никого, блядь. Не, нормально все, да.
Петрович, переключи трек. Сейчас, подожди. Это сразу видно, вот они, вот, ничего не понимают, а. Oh God! No! Oh my God! No! Психично больная, сбежавшая из больницы, или реальный призрак? Увидев подобное посреди дороги, каждый бы убежал, уехал прочь, не став разбираться. Да нет. Там у американских фур, у них морда такая, что туда зайдет просто как дети в школу. Просто там будет такой легкий, знаете, такой пум. Там даже вообще не почувствуют. У них баки с каждой стороны почти сколько там, по тонне. Они едут, он ближайшая у него остановка через 1005 километров. Ну, вообще без разницы. Ему кто там, что там, все, и дальше поехали. Потом вышел, наверное, это, олененка Бэмби. Нет, ничего не знаю. В происходящем. Полное видео без замыливания, без блюра и с подробной информацией о произошедшем вы можете посмотреть в моем телеграм-канале Чизоид, не кликбейт. Абсолютно верно. А в телеграм-канале Heart Inside, помимо Чизоида, тоже есть очень много всего интересного. Заходи, подписывайся. Пост за 29 сентября. А также, раз туда перешли, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ведь там выходит эксклюзивное видео, которое не появляется в ютубе, от жутких запрещенных мистических новостей до моих личных исследований аномальных и пугающих мест, прямые эфиры и общение со мной. Присоединяйтесь к нашей большой семье в телеграм-канале, ссылка на экране и в описании. А мы продолжаем. Страшилка какая-то получается. Помните, в предыдущем выпуске Паразомб номер 42 я показывал и рассказывал про парня, который запечатлел гигантское существо, ходящее по горе, и после этого события его преследовало якобы правительство. Позже он взволнованно извинялся на камеру, что это оказался фейк и так далее. Так вот, это событие оказалось не Просто не комментируй это. Просто промолчи и продолжи дальше смотреть. Не надо сейчас вот... Просто промолчи. Нет, ну так хочется прокомментировать. У нас особо перед правительством-то на камеру редко кто-то... Я, если что, заранее извиняюсь. То есть, ну, если что, я заранее сразу приношу извинения, да. От греха подальше, да-да-да. Просто, ну... Просто фантазии парня. Эндрю Доусон загадочно скончался. Что-то странное и мрачное произошло с канадцем Эндрю Доусоном, который летом 2022 года выложил в своих соцсетях видео с гигантом на горе. Сначала его стал кто-то преследовать, затем он сделал неловкое признание, что его ролик мистификация, а потом Доусон умер. Таинственную фигуру на горе в провинции Альберта Доусон заметил случайно, когда ехал на работу с коллегой. Он заснял фигуру на видео и выложил в интернет. Ну, я вам так скажу, что если сопоставить масштаб и отдаленность от одной точки до другой, то фигура-то это далеко не маленькая. Я не думаю, что это монтаж. Очень интересная вещь. Я думаю, что если сопоставить удаление, это где-то 15-20 метров фигура. Может быть, метров 13-15. То есть, короче, в районе 15 метров точно. Интересно. Ролик быстро стал популярным. Доусон тем временем стал одержим идеей разгадать тайну гиганта на горе. Он считал, что заснял на видео Йети.
Он вернулся к горе, но никого на ее склоне уже не видел, а когда хотел зайти на гору, ему кто-то влиятельный запретил это делать. Затем Доусона стал кто-то преследовать. Он начал замечать возле своего дома подозрительных людей в машине. Он решил, что заснял на видео то, что никто не должен был увидеть, и что теперь его преследуют люди из ЦРУ. Закончилось это тем, что в один день он выложил видео, в котором сделал признание, что его ролик с гигантом был лишь мистификацией. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were strictly just fake. Это породило много разговоров, но потом история Доусона стала забываться. На днях же кто-то из пользователей сети изучал историю Доусона и обнаружил, что Эндрю Доусон скончался. Судя по дате, Доусон скончался вскоре после того, как сделал признание о мистификации. Когда информация об этом попала в соцсети, многие вспомнили о том, что видео признания Доусона выглядело очень подозрительным. Мужчина определенно нервничал, и то и дело смотрел в сторону, словно там стоял кто-то, кто приказывал ему это делать. Неизвестно, от чего умер Доусон, но смерть его была, видимо, скоропостижной. Есть даже теории о суициде. Но на видео он выглядел как бодрый и вполне здоровый на вид мужчина, крепкий и ухаживающий за своей внешностью. После видео с признанием Доусон выложил еще 2 видеоролика. Один с названием «Я напуган», а второй показывает ту же гору, где он заснял гиганта, на которой Доусон заметил какое-то строение и задался вопросом: военное? До того, как выложил видео с гигантом на горе, Доусон был вполне себе обычным блогером, много выкладывал роликов со своей собакой, мороженым, о работе, родственниках, экспериментировал с прическами. Ничто не показывало, что он любитель теории заговоров, йети, пришельцев и так далее. Странный момент. Очень странно. Девушка-дайвер совершенно случайно запечатлела явное присутствие кричащего призрака под водой, проплывая под обломками то ли подводной пещеры, то ли под обломками затонувшего корабля. Девушка по имени Брианна в основном снимает видео, связанные со своим хобби – фридайвинг. Девушка проплывает в прекрасных водах, Архиопасное занятие. Фридайвинг — это когда только с маской ныряют, без аквалангов, без ничего. Это крайне опасная херня, которая просто, это прям фанатики люди реально этой темы. Недалеко от побережья солнечной Флориды. Она снимает себя на фоне подводного мира. Когда она заплывает в подводную пещеру, оттуда исходит дикий человеческий женский крик. Наложенный звук. Был сейчас момент, когда она всплывала, и там прям слышны удары, как будто человек откуда-то выбирается из машины, еще откуда-то. Это 100% наложенный звук. Железобетонно. Просто 1000000% говорю то, что это откуда-то взятый звук, который просто поверх наложили. Это 100%. То есть слышно, как человек во что-то долбится и пытается выбраться. Не верю. Второй аргумент, знаете, какой? То, что, ну ты представляешь, если бы человек, у нее 0 вообще реакции. Ты представляешь, если бы такой человек почувствовал или услышал? Это же, это все, это сердце бы просто бы, оно закончило свое существование вообще в принципе. Брианна начинает паниковать, когда слышит вокруг себя громкие подводные крики. Я не слышу, не После вижу паники. того, как она всплывает на поверхность и встревожена тем, что она только что услышала, девушка снова ныряет, чтобы разобраться в произошедшем. На этот Слышите звук? Вода заливается. Вода куда-то заливается. Прям слышно то, что наполняется что-то. А это под водой снято. Так что... раз Не думаю. никаких криков Брианна не услышала. Сбита с толку тем, что только что произошло, она выложила странное необъяснимое видео в соцсети. Чтобы доказать, что она не накладывала фальшивую звуковую дорожку, она прямо показала запись с камеры GoPro, на которую снимала тогда. So, people are asking what camera
GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I used the case. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear it. Yeah. Стоп. Стоп. Без чехла, она сказала, использует. А чехол-то, по-моему, был. Где-то была камера в кадре, по-моему, был черный чехол на ней. So, it's not a voiceover or an edit or anything like that. So. Она плывет через какие-то обломки, возможно, затонувшего корабля. Многие зрители считают, что она могла запечатлеть жуткие финальные крики призрака того, кто не пережил крушение. Я бы поверил, если бы не видел наложение слоев воды. Вот это вот слои прям наложенные в фотошопе. Но неплохо сделан фейк. Очень неплохо фейк сделанный. Неплохо. Видео с камеры наблюдения запечатлело странное поведение собак. Видимо, они чего-то испугались. Так и есть. Они заметили на улице что-то мистическое. В этот момент девушка Лора, хозяйка дома, была со своим мужем и со своими собаками. Внезапно питомцы начали вести себя странно, и только после того, как она посмотрела на кадры с камеры наблюдений, женщина поняла причину, почему собаки взбесились. Несомненно, кадры сделали ее обеспокоенной. Прежде чем показывать видео, стоит отметить, что прошлой ночью эта же камера запечатлела в доме Лоры и ее мужа странную паранормальную активность, но после данных кадров она полностью стала встревоженной. Вот смотрите. Довольно-таки странно в то время, когда собаки начали хаотично и встревоженно бегать по дому, во дворе у деревьев можно заметить призрачный пугающий силуэт. Таинственный силуэт движется таким образом, что кажется, что точно не человек. Лора считает, что это может быть какое-то сверхъестественное существо. Учитывая все, что произошло в ее доме и странное поведение собак, может реально собаки почувствовали что-то не из мира сего. Что думаете об этом событии? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Я не особо хочу этот момент комментировать. Если честно, мне сейчас немножечко даже как-то не по себе стало, потому что я повторюсь, я могу только сказать вам, верить или нет, это ваше дело. Когда-нибудь я выложу эти кадры. У нас что-то подобное было в том самом лесу, про который я даже не стал делать разбор. Причина была примерно такая же. Я бы сказал, даже слишком похожая. Поэтому давайте это спишем на игру света и не более того, хорошо? Интересно. Возможно, это свет фар, да. Это видео Из-за было леса. снято охранником в ночную смену на пустом объекте, когда на камеру попадает что-то очень жуткое. Охранник по имени Тим в этом видео работает в ночную смену в месте, которое, по его мнению, кишит призраками. Его постоянно преследуют странные звуки, которые, казалось бы, исходят из ниоткуда, к странному ощущению, что кто-то внутри находится здания. У Тима есть много причин, чтобы объяснить, почему он снимает во время своей смены. Это видео, которое было заснято, вызвало огромное количество вопросов у людей. Тим слышит шум, исходящий из места под потолком. Он продолжает проверять шум, но когда он добирается туда, Тим что-то улавливает. Он этого сразу не увидел, только после того, как просмотрел запись, после чего потерял дар речи. Смотрите.
Осветив кадры, мы можем увидеть, что кажется рукой, схватившей объект. Через несколько секунд рука исчезает. Тим уверен, то, что он заснял, является чем-то паранормальным. Однако некоторые зрители считают, что это мог быть кто-то, скрывающийся внутри здания. Тем не менее, кадры остаются загадкой. Друзья, А ну-ка, секунду. А ну-ка, ну-ка, секунду. Вот это мне уже интересно стало. Вот сейчас очень внимательно отбрасываем эмоции, очень внимательно начинаем смотреть, как двигалась камера. Это очень важно. Смотрите. Он продолжает проверять шум, но когда он добирается туда, Тим что-то Смотрите на угол камеры. улавливает. Он этого сразу не увидел, только после того, как просмотрел запись, после чего потерял дар речи. Смотрите. Вот здесь сейчас внимательно. Ну, базару ноль, да. Это пальцы. Покадрово. Есть вопрос к этому видео, один-единственный. Он не мог это не увидеть. Во-первых, потому что статуэтка привлекает взгляд. Ну да, это чисто рука. Он не мог не увидеть. Никак он не мог это... Ну, это чисто физически ты... И вот смотри, дальше он берет и отводит... Это я прям по кадрам смотрю. Он смотрит. Фонарь у него направлен на угол. И дальше он отводит камеру. Он смотрит на угол. Клеек я здесь не вижу. Интересный момент. Вот мы видим статуэтку эту, да? Интересный момент. Остаются загадкой. Здесь вот есть у меня вопросы к этому видео. Странно. Как он мог руку не увидеть? Потому что все внимание волей-неволей у него было приковано к статуэтке. И плюс поведение человека слишком странное. Если бы он такое увидел, он бы... вышел бы через любое... Вообще, он бы дверь сделал прям просто справа или слева от себя. Странно. Друзья, для меня очень важно, если вы досмотрели до этого момента, то поставить лайк ролику и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Продолжаем смотреть дальше, будет еще интересней. Интересный момент. Было заснято на видео непонятное морское существо весьма крупных размеров. Автор видео и комментаторы уверены, что это не дельфин и не ламантин, потому что существо двигалось иначе, а в его внешности было что-то странное. Существо было довольно крупным, около 5 метров в длину, и, как его описал автор видео, мускулистым как бык. По словам Джо, автора видео, в тот день, 9 сентября 2022 года, он находился на лодке со своей женой Эйприл на территории парка Маннер Мэй, когда он увидел, как что-то темное и крупное с шумом двигается в воде. Он подумал, что это ламантин, но приглядевшись, понял, что ошибся. Ну, 5 метров тут нет. Метра 2,5. Джо точно. начал снимать существо на телефон, но вскоре оно ушло под воду и больше не появлялось. Когда через пару дней он выложил видео на Facebook, оно привлекло множество комментаторов. Джо просил их помочь в идентификации существа, в том числе обратился к членам местного общества «Птицы и дикая природа Флориды», но до сих пор не получил точного ответа. Смотрите, заметил одну вещь. Смотрите, сейчас покажу. Скорее всего, это не фейк, это просто какое-то существо. Джо начал Во-первых, здесь птица стоит на воде. Здесь очень мелко. Либо птица встала в таком месте, где, ну, просто отмели или что-то типа такого. Может быть, что-то под водой, какая-то коряга, либо еще что-то. Не могу объяснить, но не думаю, что это мистика. Возможно, просто что-то типа морского льва, моржа, еще какая-нибудь херня. Двигается хаотично, спокойно уплывает. Я не думаю, что это фейк, просто, ну...
Просто какое-то существо, которое, ну, двигается спокойно. Я не думаю, что это прям супер что-то непонятное. Очень похоже на каких-то, типа... Странное наблюдение НЛО было в прямом эфире телеканала Sky News. Хоть и происходящее было запечатлено еще до смерти королевы в июне 2022 года, запись появилась только сейчас в сети. Прямой эфир подтверждает реальность происходящего. Эскадрилья самолетов выпущена королевским ВВС в честь юбилея королевы. Они совершают пролеты над Букингемским дворцом. Просто промолчи, ничего не говори. Просто промолчи и ничего не скажи. Хорошо. И как раз тогда что-то странное попадает в объектив камеры. Смотрите. Дрон. Это дрон. Неопознанный белый или черный объект летит по воздуху сразу за реактивными Спортивный дрон может с такой скоростью лететь вполне. самолетами. Объект даже попал в камеру одного из пилотов самолета. Короткий момент, но вы можете видеть, как круглый объект проходит мимо красного дыма. Чтобы лучше рассмотреть, вот общий план, увеличенный и замедленный. Если детально проанализировать это видео, можно еще заметить загадочный объект, проплывающий среди облаков. Так что же здесь происходит тогда? В этот момент воздушное пространство было закрыто и тщательно отслеживалось специально. С другой стороны, да. Дали бы поднять объект. Дрон 500 км в час. Реактивные самолеты, они могут лететь очень медленно. Не думаю, что они летают, даже сверхзвуковые самолеты, они обязательно летают на максимальной скорости и на максимальной высоте. Самолеты могут лететь очень спокойно, не обязательно они там 500, 600, там 800 км в час летят. Интересный момент, у меня единственное, на что я могу склониться, это дрон. Для безопасного мероприятия. Поэтому дрон вряд ли, да и скорости явно выше, чем у реактивных самолетов. Официальное заявление о том, что на самом деле это было, не поступало ни от правительства, ни от военных, хотя событие это очень сильно сейчас обсуждается. Ну, под вопросом, да. Ну, на дрон могу только списать. Что может быть страшнее, чем услышать таинственный бестелесный голос? Это произошло с маленькой девочкой. Кадры явно не постановочные, сейчас в этом убедитесь. Камера наблюдения запечатлела девочку, которая что-то ищет, высматривает на подвальном этаже. На этих жутких кадрах мы можем мельком увидеть, кому принадлежит на самом деле жуткий голос из подвала. Смотрите. В видео мы видим девочку и ее домашнюю кошку. Оба они уставились в пространство под лестницей. Если внимательно присмотреться, то заметите что-то, что движется. Сначала трудно сказать, что это такое, однако если вы увеличите масштаб, вы увидите, что на самом деле из-под лестницы тянется рука. Рука выглядит бледной, призрачной и даже, кажется, рассеивается как туман. Далее мы видим, как девочка начинает двигать дверь. Тац! И все. Полная тишина, катарсис. Ни рук, ни ног, ничего вообще нет. Дуплетиком с дедовского, со старого. С первой еще мировой осталось. Там просто взял, ну, аккуратненько, этими, картечью. Вот такой вот, блядь, с горошину. Как дал. Выглядит так, как будто замечает кого-то, разговаривает с ним и даже махает рукой. Так что же здесь происходит? Кто там живет под лестницей в подвальном помещении? Что бы это ни было, оно не кажется угрожающим.
В интернет было звоните Ван загружено Хельсингу. видео, которое многим зрителям трудно объяснить. Это видео было чем-то зловещим, необычным. Ролик был опубликован девушкой по имени Райли. Она заявляет, что не записывала видео лично, Та-та-та-та-та, та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Мистер Транс, та-та-ра-та-та-та. а это сделал кто-то другой. Кадры были опубликованы Райли в интернете. Реакция зрителей на это видео – страх. Поздно ночью кто-то где-то в Перу, двое подруг столкнулись с чем-то довольно тревожным. Вот что они засняли. ¿Qué cosa esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una persona doblada. ¿Pero qué hace? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Это Питер, детка. Это не Перу, это Питер. По понятным причинам двое подруг держались на расстоянии от того, кем или чем эта фигура являлась. Оно стоит на четвереньках, двигает головой очень необычно. Будучи парализованным от страха, обе подруги остаются на месте, продолжают просто наблюдать за странным существом. Хотя до конца не ясно, что это такое. А вы что думаете? Кем или чем является эта загадочная, жуткая фигура? Одну секундочку. У меня есть инсайды, что это за существо. К нам наши голубые камеры, на голубые наши экраны, попалось одно прекрасное видео, которое немного меня, конечно, поразило. Сейчас, одну секунду. Совсем недавно, значит, я снимал ролик, ребята, и прямо на камеру попало неопознейшее, непонятное существо. Я, если честно, не хотел об этом говорить, вам рассказывать, потому что я боюсь преследования ЦРУ. Но просто обязан с вами поделиться этим инсайдом, потому что возможно, что вы станете первыми, последними, ребят, свидетелями мистики. Пожалуйста, вот мы снимаем ролик. Дорого, сразу. Недоступно. Мне это не надо. До сих пор не можем понять, что это такое. Знаете, крайне мистический момент, который поверг меня просто в шок. Есть еще пару кадров, я вам могу их показать, но вы их увидите очень скоро, ребят, на канале Hardplay. Крайне страшно, крайне мистически, что даже средь бела дня вот такая мистика нас преследует. Да, поэтому страшно, очень страшно. И абсолютно мне непонятно, как это вообще происходит. Да, повторюсь, ребят, будет ролик про одежду, про стиль, про моду. Очень интересный ролик. Очень многим, кстати, пойдет на заметку, потому что ребята меня спрашивают: Лех, там, что по одежде, как одеваться, еще что-то. Вот как раз я покажу, расскажу вместе с экспертом в этой области человеком. Да, так что все там увидите, да.